Всем привет! Это Ярослава, и это канал для тех, кто изучает русский язык. И в этих видео традиционно мы встречаемся раз в месяц, чтобы просто поболтать, чтобы просто поговорить, как у нас дела, что вы делали в прошлом месяце, что я делала в прошлом месяце, какие у нас планы на будущее. И сегодня я подумала, что я хочу вам рассказать, не просто рассказать, что я делала в этом месяце, но еще и показать, что я делала в этом месяце. Я сегодня приглашаю вас, я надеюсь, вам не слышно, тут мотоцикл ездит под окнами. Ну ладно, я вас сегодня приглашаю в свой телефон. Я думаю, что очень мало людей показывают другим людям свои телефоны, хотя для каждого из нас телефон — это просто наше продолжение. Правильно? Мы всегда настраиваем наш телефон, как нам удобно, и телефон может показать, что за человек перед нами. Правильно? Правильно. Поэтому я покажу вам сегодня, что на моем телефоне. Я сейчас снимаю на свой телефон. Вот он здесь. Я снимаю всегда на свой телефон. У меня iPhone 11 Pro, которому уже сколько? 5 лет. Время, конечно, летит. И я сделала видео, что у меня есть на моем телефоне. Я буду смотреть со своего другого старого телефона и рассказывать вам. А у вас все это будет на экране здесь. Ну что, дорогие друзья, добро пожаловать на этот канал и добро пожаловать в мой телефон. Если у вас есть какие-нибудь интересные приложения тоже, то, пожалуйста, напишите о них в комментариях. Какие у вас самые любимые приложения? Какие у вас были любимые приложения в этом месяце? А может быть, есть какие-то приложения, которые вы недавно открыли для себя, и они были очень полезными? Итак, давайте начнем. Я буду смотреть на эту запись и вам показывать тоже. Ну, во-первых, вы можете видеть, что у меня довольно минималистичный рабочий стол. Мы называем это рабочий стол. Что у меня здесь есть? У меня здесь есть несколько виджетов. Первый виджет — это камеры. Вы видите приложение Dazcam. Это приложение для фотографий, где можно выбрать разные эффекты. И эти эффекты похожи на старые, ну или не старые, на аналоговые камеры. И мне очень нравится этот месяц. Я просто очень много фотографировала, и я вам потом покажу несколько примеров своих фотографий. Кстати, в моем телеграм-канале я выкладывала несколько фотографий, поэтому можете посмотреть там. Итак, у меня есть это приложение с камерами. Следующее приложение — это Яндекс Музыка. Я пользуюсь Яндекс Музыкой, и, если честно, то я вхожу в семейную группу с моими друзьями. Мои друзья добавили меня к ним в семейную группу, поэтому я не плачу за Яндекс Музыку, и мои друзья платят за меня. Спасибо вам большое. Если вы смотрите это видео, я пользуюсь Яндекс Музыкой. Да, и здесь на экране у меня стоит виджет, чтобы можно было распознавать музыку. Хотя обычно, если честно, я пользуюсь в браузере Гугла. Можно тоже распознавать музыку. Можно тоже, если вы слышите, где-то играет какая-то песня, можно тоже нажать и все. Приложение вам скажет, какая это песня. Потом у меня есть Todoist и виджет, чтобы быстро добавить какую-то задачу, и ZenMoney. Да, в ZenMoney я считаю свои расходы. Хотя, если честно, уже не считаю. Первые 2 недели августа я считала, потом перестала. Все. Я узнала нет, хотя нет. Я считала вообще-то весь июль свои расходы и 2 недели августа, а потом я перестала.
Итак, поехали дальше. Что у меня? Наверное, приложение месяца для меня — это ChatGPT. Сейчас я использую ChatGPT, я стараюсь использовать ChatGPT очень часто. И мне кажется, если будет проблема с глобальным потеплением, потому что я знаю, что эти запросы используют много электричества. В общем, если будут проблемы с климатом, одна из причин — это я и мое использование чата GPT. Что я делаю с чатом GPT? Давайте посмотрим. Ну, во-первых, я не буду говорить о том, что я сейчас тестирую разные промпты для изучающих русский язык. Я об этом уже сказала, но я покажу, что использую я сама. Итак, у меня есть несколько таких под чатов GPT, специализированных чатов GPT. Один из них для изучения языка испанского. Я учу испанский. Другой — это, если честно, я им не пользовалась. Mia AI, твой коуч, жизненный коуч. По-моему, я, может быть, спрашивала что-нибудь, но я не пользуюсь на постоянной основе. Потом, психотерапевт, ChatGPT. Знаете, я заметила, что это было очень удобно. В чате GPT можно набрать, просто использовать голосовые заметки, и можно записать все, что ты думаешь, отправить это чату GPT, и вот этот, например, психотерапевт тебе скажет, что успокойся или нет, не успокойся. Потом я попробовала ChatGPT для "Ютуба". У меня был какой-то вопрос по тренировкам и для копирайтинга. Да. Потом вы видите, что мои запросы просто очень-очень разные. Ну, например, первый чат "Мистер Вонка и Умпа-Лумпы". Я читаю книжку "Чарли и шоколадная фабрика". Ну, я вам уже рассказывала 25 000 раз. И, кстати, я уже на странице 96. Прогресс есть, и прогресс очень большой. И я читаю страницу и подчеркиваю слова, которые не знаю. Потом я делаю фотографию своим телефоном и отправляю чату GPT и прошу его перевести все слова, которые я подчеркнула. Это удивительно. И чат GPT понимает, какие слова я подчеркнула, и переводит их. И потом я уже разговариваю с чатом GPT. Потом, следующее. Я готовилась к вебинару, который у меня будет, я что-то спрашивала. Потом спрашивала о разных шорткатах, в общем, информацию, которую можно найти в "Гугле". Следующая подсказка к видео, которое будет на следующей неделе. Вы видите? Первая советско-американская А что это за конференция, вы узнаете на следующей неделе. Потом вы видите, что я смотрела фильм, Total Recall. По-русски мы говорим "Вспомнить все" с Арнольдом Шварценеггером. И да, у меня были вопросы о сюжете. Ну и так далее. Например, если мне нужно написать словарь для студентов какой-то или добавить какие-то задания, я это делаю в чате GPT. Ну, часто я делаю это в чате GPT. Что это у меня такое было? Да, я помогала своему студенту перевести его презентацию. Я пыталась понять, что значит доза и обработка, что значит эти данные. Так вот, такие у меня запросы в чате GPT. Следующее приложение, которым я пользовалась очень часто, это приложение для тренировок. Ну, конечно, их просто очень-очень много для разных видов спорта и так далее. Я использую это приложение. Тут есть, ну, вы видите, что каждую неделю я была довольно активная, правильно? Не хочу хвастаться. Конечно, не хочу хвастаться. Но вы видите, что я занимаюсь спортом каждый день. И я очень-очень горжусь собой. Поэтому здесь в этом приложении есть разные бейджи, например, сколько тренировок ты сделал или сколько недель подряд ты тренируешься. Вот, например, в этом месяце у меня было 26 недель подряд тренировок и так далее. В общем, да, так я тренируюсь
каждый день. Следующее приложение, которое я использую тоже каждую неделю, и, если честно, это одно из моих любимых приложений. Мне вообще нравится эта идея. Приложение называется Zombies Run. В чем суть? Это приложение для бегунов. Если вы хотите заниматься бегом, если вы любите бегать, то, я думаю, вам понравится. Каждая тренировка построена по принципу подкаста, можно так сказать. Там есть история, сплошная история о жизни в постапокалиптическом мире, в мире, где есть зомби. И каждая тренировка — это какая-то миссия. Например, в одной из последних тренировок нужно было спасти детей, которые были, без присмотра. Нужно было до них добежать, их спасти, а потом бежать обратно, но вас окружили потом зомби, и в следующей миссии вы спасались от этих зомби. Ну, в общем, мне очень нравится, что бегать просто не скучно. Мне нравится бегать, но бегать скучно. Будем откровенны, бегать — это скучно. И с этим приложением бегать не очень скучно. Вы видите, что в последний раз я бегала в октябре 2023 года. Проблема Буэнос-Айреса в том, что здесь не очень много парков. Точнее, здесь есть парки, но эти парки, они сконцентрированы в одном месте, плюс-минус. Поэтому, если ты живешь далеко от парка, то все, то бегать тебе очень неудобно. Улицы довольно маленькие или там много людей, постоянно машины, бегать очень неудобно. Дороги тоже в не очень хорошем состоянии. И сейчас мы переехали в другой район. Сколько мы здесь уже живем? С апреля. С апреля мы переехали в другой район. Или с мая. Неважно. И здесь, недалеко, буквально 7-10 минут отсюда пешком, есть очень классный район. Там очень красивые дома, но это такой обеспеченный район. И там очень мало машин, там красивые дома, там широкие улицы, и я хожу бегать туда. Точнее, я бегу туда, бегаю там и бегу обратно. Вот. И с 5 августа я бегаю регулярно. Посмотрите, какая я молодец. Вообще, горжусь собой. В этом приложении есть очень много этих миссий, и все они идут по порядку. То есть вы видите, что сезон 1, сезон 2. Я сейчас прохожу тренировочный план, я готовлюсь пробежать 10 километров. Вот, например, сейчас у меня идет 3-я неделя моих тренировок. Завтра у меня будет 2-й день 3-й недели. Да, 2-й день 3-й недели. Да, вы видите, что на моем телефоне есть уведомление, чтобы я не держала телефон слишком близко, потому что у меня очень плохое зрение, и я плохо вижу. Поэтому мой телефон мне говорит: "Не держи телефон так близко к глазам", потому что я обычно сижу вот так. Конечно, потому что я бегаю, у меня есть Strava, но Strava почему-то не работает. Не знаю, Strava не работает. Если вы бегаете, вы знаете, что такое Strava. Это просто приложение, где бегуны записывают свои тренировки, свои пробежки. И, кстати, если вы видели на моем канале интервью с Джастином, ссылка будет в описании, он тоже использует Страву, и мы с ним постоянно друг друга лайкаем. Мы с ним постоянно друг другу ставим лайки. Ну, сейчас, когда я снова начала бегать. Следующее приложение, которое я обожала и часто использовала в этом месяце, это браузер от Google. У меня на телефоне есть Safari, но я им не пользуюсь. Нет, я пользуюсь Safari, но очень редко. Потом я не пользуюсь Google Chrome на телефоне. Я пользуюсь браузером от Google, потому что, во-первых, на "Ютубе" нет рекламы. У меня нет приложения "Ютуба" на телефоне, у меня нет приложения "Инстаграма", "Твиттера", "Фейсбука". Кстати, я вообще, в августе не пользовалась "Инстаграмом", "Фейсбуком", "Твиттером". Да. Хотя в "Инстаграм" я заходила пару раз, но это всё. И мне очень нравится смотреть "Ютуб" просто со своего телефона. Ну, в смысле, через браузер, не через приложение. Потому что приложения очень удобные. Приложения для соцсетей
максимально удобное. Мне это не нравится. Сейчас я вам покажу то, что, наверное, я вам открою свою душу. Я вам покажу вообще, какой я человек, потому что вы увидите мои рекомендации на "Ютубе". Итак, во-первых, первое видео — это как работают музыкальные чарты. История Billboard. Наверное, да. Мне нравится иногда смотреть, где люди рассказывают про историю чего-то. Следующая песня. О, это одна из моих любимых песен вообще. И вот этот канал Melody Ship просто, я думаю, один из самых гениальных каналов. Они делают треки, они делают музыку, они делают песни, но для этих песен они берут слова из выступлений разных ученых, популяризаторов науки, и получается просто великолепно. Например, вот эта песня "Ода мозгу". Я слушала ее, не знаю, 20 000 раз. Но вот здесь 3,5 миллиона просмотров. Я думаю, 1 000 000 — это мой. Следующее. Вечеринка. Бритни Спирс, Backstreet Boys и NSYNC. Да, и что вы мне сделаете? Да, вот я смотрю пилатес и делаю тренировки пилатеса. Move with Nicole — один из моих любимых каналов сейчас на "Ютубе". Следующее видео — Russian with Max. Привет, Макс, если ты это смотришь. И если вы тоже смотрите Макса, напишите ему привет в комментариях. Я все ваши приветы ему передам. Да, здесь он рассказывает про чай, потом самые сложные композиции для пианино, например. Но это интересно посмотреть. Language Simp и фильм ужасов о Duolingo. Language Simp. Если ты смотришь это видео, напиши в комментариях. Я обрадуюсь. Потом я смотрю разные видео, тоже разных других преподавателей других языков. Например, здесь французский язык. Мне очень нравится этот канал. Еще одни песни из 90-х, Шакира, например. Смотрите, у меня сохранено видео, гид для прокрастинаторов, чтобы заканчивать вещи, чтобы завершать вещи. И я не смотрела это видео, но это видео я сохранила в плейлист посмотреть позже. Звучит очень иронично для меня. Потом, я часто на "Ютубе" слушаю разные плейлисты. Вот снова я держу телефон очень близко к лицу. Я слушаю музыку, здесь какой-то японский сити-поп, а, "Приключения Наташи", дэнс-поп, girl boss vibes и так далее. Я не знаю почему, но мне это видео не очень нравится, я его убрала. "Москва слезам не верит". Может быть, вы смотрели этот фильм. В принципе, мой "Ютуб" сейчас — это, наверное, плейлисты в основном и разные, ну, все, наверное, видео на "Ютубе" интересные, потому что они интересны для разных людей. Но, например, здесь, интервью с футурологом. Да, вот примерно таким я и занимаюсь. Видео из плейлиста смотреть позже. Как прокачать свои рилс в "Инстаграм" и "ТикТоке" в 2023 году. Сейчас середина 2024 года. Ну, ладно. В общем, вы поняли, какой у меня контент на "Ютубе", что я смотрю на "Ютубе". Будет интересно посмотреть, что вы смотрите на "Ютубе" тоже, поэтому расскажите, что в ваших рекомендациях. И я думаю, что это, в принципе, все приложения, которыми я пользовалась в этом месяце. Я вам не показала примеры фотографий из Dazcam. Они будут вот здесь. Не знаю, просто выберу какие-нибудь интересные фотографии и покажу вам. А сейчас, я думаю, можно попрощаться. И расскажите, как были ваши дела, и до встречи на следующей неделе. Вы уже знаете, о чем будет следующее видео. Поэтому пока-пока.